Здравствуйте, меня зовут Владимир Ульянцев, и я руководитель лаборатории проблемы оптимизации в программной инженерии JetBrains Research. И наша лаборатория базируется на базе Международного научного центра компьютерной технологии университета ИТМО. Таким образом, мы поддерживаем с помощью JetBrains Research молодые научные студенческие проекты, которые у нас идут. Лаборатория JetBrains Research была открыта в 2016 году. И мы с Даней Чевелихиным ей руководим с тех пор, но мы с ним занимаемся и руководим студенческими, и не только студенческими проектами, начиная с 2010 года. Если вспоминать тот 2010 год, то моей безумной мечтой или идеей было хакнуть NP-полные задачи. Вот есть сложные NP-полные задачи, которые зачастую не решаются. Они все очень разные, у них у всех разная комбинаторная сложность, и все равно в самом начале мне было интересно вот именно их взломать. Я применял разные оптимизационные методы, генетические алгоритмы, эволюционные алгоритмы, ну а впоследствии стал применять SAT-солверы, которые во многом действительно помогли решить много сложных задач. Про 2021 год расскажу такую историю. Она звучит коротко. У нас наконец приняли статью. И статью приняли на конференцию ЦП, Constraint Programming, 2021 года. И вот скоро пройдет доклад на этой конференции. Расскажу короткую историю про эту статью и про то, как не надо отчаиваться. А именно, у нас сначала мы отправили эту статью на конференцию Ишкай 2020. Не успели, к сожалению, буквально пары дней не хватило, чтобы эксперимент провести. Потом мы ее отправили на AAAI 2021 года. У нас ее не приняли, были смешанные ревью. Потом мы перепослали еще на раз на Ишкай, уже 2021 года. И у нас были все ревью прекрасные, кроме одного, который не понял, о чем статья. Ну и вот, наконец, мы попали на, может быть, чуть менее, но все равно очень престижную конференцию с результатами по декомпозиции сложных SAT-формул. Таким образом, у нас в процессе этих 1,5-2 лет отправок накопился и большой опыт по этой статье. Мы перепроводили эксперименты заново и заново, и у нас за это время сгенерировалось очень много идей, которые мы сейчас будем посылать уже на другие статьи, на другие конференции. Что касается событий 2020-2021 года, то мы можем сказать, что корпоративная культура сильно поменялась. Она поменялась и в научном мире, и в университете, но гораздо меньше, чем это произошло в других компаниях, программерских и остальных. Что же касается моего личного отношения, то оно позитивное. Мне кажется, что нам давно было пора разбить некоторые стереотипы, некоторые подходы, которые держались веками, десятилетиями. Оказалось так, что половина сотрудников дома работают намного эффективнее, чем в офисе. Оказалось же так, что другая половина дома вообще не работает, и их надо заставлять, к сожалению, приходить на работу. Для меня оказалось так, что мне как раз нужно 50 на 50. Оказалось, что дома или просто не в офисе надо время отвечать на письма, надо время отвечать на сообщения в Телеграме, надо время для того, чтобы собраться с мыслями и написать какой-то документ, а может быть и не документ, составить план, может быть, в конце концов, начать писать докторскую. Для этого всего нужно время без прерываний. И для меня лично, и как для руководителя, как для личности, вот это осознание, а раньше оно было, я должен каждый день ходить на работу, оно поменялось, и это изменение довольно большое. Что касается изменений той самой мечты с 2010 года, которая звучала как хакнуть NP-полные задачи, она сейчас все еще такая же. В общем и целом базис такой же, подходы другие. Сейчас у нас лаборатория намного больше. Сейчас мы не только сводим задачи к сатсолверам, например, но и разрабатываем их при помощи тех новых сотрудников, которые влились к нам не так давно. И более того, мной управляет мечта объединить сообщество, которое использует задачу выполнимости в качестве базиса. В частности, я бы очень хотел развивать проект codeforces.ai, который мы с Майком Мирзаяновым собираемся запускать в следующем году. Этот проект будет посвящен как раз тому, чтобы сдавать NP-полные задачи
уметь их прорешивать, уметь получать корректные результаты своих решений на платформе Codeforces. В целом, если говорить про миссию и ценности, то миссия, вот моя, как руководителя лаборатории, научного центра в университете, она звучит как предоставить молодым талантам возможность раскрыться в науке. Поэтому я призываю всех молодых талантов, если вы заинтересованы не только программировать, но и заниматься научной деятельностью, напишите, пожалуйста, мне или моим коллегам.